Привет! Ты на лучшем YouTube-канале про пересказы фильмов. И сейчас будет очень странный, но все же интересный фильм, название которого ты найдешь в описании к видео. Но мы приступим. Марк Терьес, парижанин средних лет, спрашивает свою жену, стоит ли ему сбрить усы, которые он носил большую часть своей взрослой жизни. Его жена Анис язвительно замечает, что без усов она его не узнает. Но когда она уходит, Марк все же сбривает свои усы. Вернувшись, Анис сердится, что Марк не впустил ее в дверь, когда она позвонила. Марк ей лжет и говорит, что порвал шнурок. После Марк пытается удивить ее своим чисто выбритым лицом, но не получает никакой реакции. По дороге в машине на вечеринку Марк спрашивает Анис, заметила ли она что-нибудь, но она меняет тему. В клубе они навещают своих друзей Сержа и Надю. Серж рассказывает историю об Анис. Во время их отношений она была коварной, но отказывалась признать свою вину, даже когда все были уверены, что она виновата. И Анис снова отрицает, что солгала. Разочарованный тем, что Серж и Надя не замечают его бритых усов, Марк дерется с Анис в машине, когда они возвращаются домой, пугая ее. Ночью, когда они лежат в постели, происходит еще одна ссора, и Анис говорит Марку, что у него никогда не было усов, и что она боится за его рассудок. После Анис звонит Наде, которая утверждает, что у Марка никогда не было усов уже 15 лет, но Марк настаивает, что она сказала их друзьям не обращать внимания на его усы, и Анис принимает снотворное. На следующий день Марк находит фотоальбом с фотографиями с их отдыха на Бали, на всех из которых он изображен с усами. Когда он обращается к Анис с этими фотками, она игнорирует его и меняет тему разговора, оставляя его в еще большем замешательстве. После Марк становится еще более параноидальным и растерянным, когда даже его коллеги по работе не признают, что он сбрил усы. Позже Марк роется в мусоре, чтобы найти волоски своих усов, что пугает Анис. Она предлагает Марку обратиться к психиатру, которого знал ее друг Франсуа. Анис также настаивает на покупке Марку яркого пиджака с узорами. Пиджак клоуна, как описывает его Марк. Позже, когда Марка фотографируют для рабочего бейджа, он спрашивает женщину, замечает ли она разницу между только что сделанной фоткой и его фотографией на удостоверении личности. Она обращает внимание на его усы, и Марк несколько раз просит ее подтвердить, что на фотографии они правда у него есть. Позже Марк проверяет автоответчик и находит сообщение от своего отца. В этот момент звонит друг Анис, Бруно, и Марк говорит ему, чтобы тот перестал шутить с его усами. Бруно уверяет Марка, что у Марка нет усов уже 15 лет, и Марк бросает трубку. На кухне он просит Анис позвонить его родителям и сказать им, что он не сможет прийти к ним на ужин на следующий день. Анис звонит матери Марка, но мягко напоминает ему, что его отец умер уже как целый год. Сбитый с толку, Марк говорит о своих лучших друзьях Серже и Наде, на что Анис отвечает, что не знает, кто это такие, и что Марк, должно быть, бредит. Очень расстроенный и сомневающийся в своем здравомыслии, Марк ложится спать, и Анис снова дает ему снотворное. Проснувшись, Марк слышит, что Анис и Бруно планируют поместить его в психиатрическую больницу. Марк быстро одевается и убегает из дома. В такси он пытается найти свою мать, но из-за снотворного и сильного дождя не может найти дом, в котором он вырос. Марк пытается позвонить матери, но номер, который он набирает, оказывается недействительным. После он звонит Анис, говорит ей, что находится у матери, и просит ее заехать за ним. Когда Марк видит, что Анис и Бруно покидают квартиру, он бросается внутрь, хватает свой паспорт, надевает ботинки, разрывает шнурок и уходит. Он бежит в Гонконг, первым же доступным рейсом из Парижа, и на его фотографии в паспорте тоже видны усы. После Марк какое-то время путешествует по Гонконгу. Он пишет открытку, чтобы извиниться перед Анис, но не отправляет ее. Когда он собирается сесть на самолет обратно во Францию, он передумывает и проводит день в пути туда и обратно на пароме Старферри. После остановки парома на ночь он платит местным морякам, чтобы они взяли его с собой на лодку. Марк прибывает в неопределенную деревню в Китае и в течение некоторого времени живет в гостинице, становится известным среди местных жителей и снова отращивает усы. Однажды Марк возвращается в гостиницу и обнаруживает, что Анис ждет его.
как будто бы она всегда была с ним всю эту поездку, к его шоку и замешательству. Анис высмеивает его яркий пиджак с узором «Клоун» и спрашивает его, зачем он его купил, надеясь, что он не наденет его в Париже. После они идут в казино и встречают новых друзей, которых знает Анис, но не знает Марк. Марку показывают недавние фотографии, на которых они запечатлены вчетвером, и у Марка есть усы. В этот момент Анис замечает раздражение Марка и говорит, что если ему не нравятся их новые друзья, то они не должны больше никогда их видеть, когда они вернутся в Париж. После Марк выбрасывает открытку, которую он написал в Гонконге. В финальных сценах этого фильма, вернувшись в отель, Анис предлагает Марку сбрить его усы, чтобы она могла бы хоть раз увидеть его без них. Он делает это, и Анис комментирует, как же хорошо он выглядит без усов. И фильм заканчивается неясно, отражает ли финальная сцена то, что произошло на самом деле, или это всего лишь мечта Марка. Друзья, что скажете про этот фильм? Напишите в комментарии свои мысли. Мне интересно, как вы считаете. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я советую вам посмотреть эти классные видео. Желаю вам хорошего дня и до скорой встречи.